Ну, прекратить это, наверное. Улучшал бы уровень жизни. Допустим, я президент, один в поле не воин. Я бы его послал. Взял бы много денег. Потом будут какие-то последствия странные. Подписал бы мирный договор с Украиной. Если будете бояться, ничего не будет. Если бы вот вы сейчас были президентом, что бы первым делом вы сделали? Не знаю. Ну, возможно, какие-нибудь законы бы изменял. Какие? Наверное, самый простой — это алкоголь от 21. Вот, в принципе, все. Больше не знаю. А что-нибудь еще хотели бы поменять, дополнить, изменить? Да не особо. Ну, как бы я не тот человек, который может мыслить в таких масштабах больших, поэтому не знаю. Это нужно подумать, так сходу нельзя сказать. Это очень значимая должность, и за ней стоит, за каждой этой должностью, за каждым решением ответственность. Это нужно думать. Я бы поменял некоторых политиков на тех, кто уже был на фронте. Ну так, навскидку, вот что бы вы сделали? Не знаю. Ну, представьте, вы президент, вы в должности, и вот что вы будете делать? Что гражданам предложите? Не знаю, всех в отпуск бы отправила бы на море. А еще? Я не знаю, я растерялась. Я бы его послала. Президент? О, да. Нет, а вы... При той ситуации, которой уже нечего делать, уже нечего. Понимаете? А вот если бы вы стали президентом, что бы вы сделали? Как бы вы изменили ситуацию? Я не знаю, как я изменила. Я вообще даже сейчас уже трудно о чем-то говорить. Трудно, когда все уже на нулях. Вот в этом банке, вот в ВТБ, по карте москвича 800 тысяч сняли. Ого. Позвонили мне домой, говорит, завтра, говорит, будет ли это лекарство повышаться. Но мы вам, говорит, переведем. Назовите в эту вашу карту. Я назвала. Так это не они, это мошенники, которые вот по номеру телефона, Ну, они же ни при чем. они отдали, конечно, они связались, конечно, они это самое. И они 800 тысяч. И бились, и никому нету дела. А вы говорите, кем бы ты был и кем бы что-то сделал. Никому мы не нужны. Пока в данный момент никому. Мне 82. Вот столько я уже пережила. Ту войну пережила. Я знаю, как я была голодная. И сейчас такая же голодная. Тогда ничего не было, но мы друг друга кормили. Помогали, угощали. Сейчас там он полно лежит, а мы все голодные. Очень тяжело. Сейчас, в данный момент, очень. Видимо, вот эти 20 лет, которые прошли, мы их упустили. Мы сейчас нагоняем. Вот у меня этот приемник экономический, машины какие-то там сейчас начинают крутить, там только вылезли. Я эту пену для волос покупала всегда в магазине. Сейчас пошла купить. Да, я заплатила. Но тетенька, эта продавщица, говорит, это, говорит, наша теперь пошла, посмотрите. И что? Я выбросила эти деньги, потому что я намазалась, а оно не закрутилось ничего. И вот сейчас все так будет. Если вот у нас, у молодых, будущее хотя бы какое-то вот во всей Вы не бойтесь, потому что вы боитесь. Вы всего боитесь. Вы боитесь сказать. Вы боитесь этого самого, в прием этом посмотреть. Вы боитесь. Когда боишься, то сам по себе страх перебарывает все. Не бойтесь. Если будете бояться, ничего не будет. А что там можно сделать, если у него аппарат такой? Нет, а представьте, что вы президент. Допустим, я президент, один в поле не воин. Ну, чтобы вы, как вы попытались? Вот представьте себе, вот, допустим, товарища Сталина. Вот у него существует контингент. Ему этот контингент не нравится вообще. А с кем работать? Сверху там ничего не сделаешь, там все закоррумпировано по полной программе. Кто там, Чубайс? Из кооператива «Озеро»? Он же уехал. Ну и не важно, уехал он, не уехал. Он тоже из кооператива «Озеро». Это же одни и те же товарищи. Зарплаты бы поднял. А сколько? По 50 тысяч каждому. А еще? Всякие бонусы бы вел. Какие? Которые бы стимулировали работать. Если сейчас посмотреть на ситуацию, которая происходит в регионах по сравнению с Москвой, это большая разница. Первое, что бы я сделал, это распределил офисы ведущих компаний по всей стране, по разным регионам, чтобы распределить как-то бюджет страны более рационально. Если углубиться в распределение налогов, которые платят россияне, тот же самый НДС, например,
Он в Москву. полностью остается в Москве. Ну, это не есть хорошо, ну, как по мне, да. Ну, с этим будет много проблем, конечно, да. Но, мне кажется, это сделает жизнь в регионах намного лучше. Вы бы что сделали? Ну, все же уменьшил пенсионный возраст, что сделали они после футбола. И вот сейчас рассматривается закон, я слышал о том, что призыв будет начинаться с 21 года. Мне, как человеку поступающему, это было бы очень приятно, потому что сейчас, 18 лет, получается так, что либо я поступаю в университет, либо иду в армию. А после армии уже не так хорошо получается поступать, это намного тяжелее. То есть если было бы, грубо говоря, у человека несколько попыток поступить в вуз, это было бы замечательно. Поехал бы в Америку. Зачем? Сами лично? Ну а как вы думаете? А как же страна без президента? А есть виз и прочее. Я не знаю, такой прям вопрос. Отменить ЕГЭ и поступать по вступительным экзаменам от университетов. А вы? Не знаю, это как-то все опасно, я ничего не знаю в политике, поэтому... Вас боитесь отвечать? Ну нет, почему? Ну просто, понимаете, если я что-нибудь такое сделаю неправильное, то потом будут какие-то последствия странные. Поэтому лучше это большие дяденьки будут решать, что там делать. А вы девушка. Девушка-президент, мне кажется, это вообще прекрасно, надо женщину выбирать. Замечательный вариант девушка-президент. Я бы вела в школах свободное посещение. Это все, что бы я сделала. А вы? Улучшал бы уровень жизни. Каким образом? Разным, да. Очень сложный вопрос, но я в политике не разбираюсь, ничего бы не сделал. Без понятия. Как же так? Вот у вас страна, люди. Уволил бы всех чиновников. И новых и горячих людей, которые готовы менять Россию к лучшему, сделал бы. Вот. А вы что бы сделали? Ну, даже не знаю. Я думаю, что я бы контролировал то, что происходит внутри политики, то есть в разных регионах. Я бы контролировал взятки в первую очередь, чтобы государственный бюджет тратился не в чьи-то руки, а в инфраструктуру страны. Собственно, то же самое практически. Я сейчас не готов на это ответить. Сложный вопрос? Конечно. Я своими категориями мыслю. Видите, даже без понятия. Я бы не хотела на его месте сейчас быть. Почему? А? Почему? Проблем много? Ну, проблем много, да. А как вы считаете, с какой проблемы нужно начать? Ой, я не знаю. Упс! Прекратить эту, наверное, закруглиться с ней. За детей своих боимся. Подписал бы мирный договор с Украиной. Уроки по 40 минут, а перемены по 20 минут, чтобы всем было хорошо. 45 минут слишком много. Взял бы много денег. Зачем? И коррупция бы процветала вновь? Ну ладно, заработал бы много денег. Мир во всем мире. Просто добро бы сделал всем людям. Мир во всем мире. Да. Я бы объявил всеобщую мобилизацию и ордой бы направил на Запад. Ничего себе вопрос. Льготы малому бизнесу с налогами. В отставку подал бы. Почему в отставку? Почему в отставку? Да народ какой-то плохой. В основной масса. Ну что ж такое с нашим народом приключилось? Да не знаю, как-то вот раньше был как-то получше, более какой-то мужественный, более такой собранный. А сейчас, вы сами знаете, такое расхождение в обществе. Его жалко, он старается, но мне кажется, что уж больно у него команда такая, очень такая своеобразная. Я не владею информацией, но я знаю, что он хотел, во всяком случае, собрать Россию, все сделать, чтобы было лучше. Россиянам-то это надо? Ну, москвичи-то, мы-то как заелись, у меня пенсия хорошая, все есть, в магазинах все есть. А как вчера я смотрел, Брусгалин, профессор, он говорит, ну когда у вас 300 рублей в кармане, ну какие вам мандарины, апельсины и все.